Травяной настой при гастрите с пониженной кислотностью. В этом рецепте мы расскажем, как приготовить настой из комплекса трав для облегчения симптомов гастрита. Почему именно эти растения вошли в сбор и какая их польза при воспалении слизистых желудка? Ромашка. Терапия больного при гастрите невозможна без этого растения, поскольку оно заживляет пораженные слизистые оболочки желудка. Во-первых, ромашка – сильное противовоспалительное средство. Во-вторых, она содержит в составе бисоболол. Это уникальное вещество, восстанавливающее слизистую желудка. Тысячелистник. Этот компонент должен быть в сборе, если гастрит сопровождается спазмами. Также тысячелистник уменьшает раздражение воспалительных оболочек желудка и оказывает антисептическое действие. Мята. Растение пагубно действует на патогенную микрофлору кишечника, возможную причину гастрита. Вместе с этим мята обеззараживает слизистые желудка и снимает воспаление. Как и тысячелистник, она является спазмолитиком и анальгетиком, поэтому устраняет боль при гастрите. Польза мяты в том, что она влияет на нервную систему, успокаивает. Это ценное свойство, если больной нервничает из-за дискомфорта и плохого самочувствия. А через это, кстати, может произойти обострение гастрита. Полынь. Горечи, содержащиеся в растении, раздражают рецепторы желудка, стимулируя работу травных желез и выделение желудочного сока. Благодаря этому улучшается пищеварение. Также полынь успокаивает раздраженную слизистую и уменьшает воспалительный процесс. Шалфей. Шалфей, как и полынь, усиливает выделение желудочного сока и улучшает пищеварение. Кроме этого, растение оказывает эффективное антисептическое действие. Помните, травы с целебными свойствами – это лекарственные препараты. Поэтому перед употреблением средства советуем получить разрешение специалиста и при потребности пройти обследование, чтобы определить уровень кислотности в желудке, степень обострения болезни и так далее. Врач проконсультирует, подходит ли вам такой сбор, или же назначит другую комбинацию, исключив или добавив какие-либо компоненты. Ингредиенты. Ромашки, цветки. Тысячелистник, трава. Мята перечная, листья. Полынь горькая. Шалфей, листья. Все по 1 чайной ложке. Способ приготовления. Соедините все ингредиенты, указанные в рецепте. Хорошо перемешайте. Возьмите 2 чайные ложки полученного травяного сбора и высыпьте в термостойкую емкость.
залейте сырье 200 мл кипяченой воды. Поставьте смесь на кипящий водяной нагреватель. Держите его не на большом огне, чтобы смесь медленно кипела в течение 15 минут. После этого оставьте средство настаиваться около часа. Процедите настой. Употребление средства нужно разделить на несколько раз. Оптимальное количество 2-3 приема. Пить настой нужно за полчаса до еды. Какой же мы получим эффект? Это уменьшение воспаления, восстановление и укрепление слизистой оболочки желудка, устранение спазмов и боли, увеличение секреции желудочного сока и улучшение пищеварения, улучшение аппетита и еще успокоение. С вас подписка на канал и, конечно, лайк. Мне будет приятно.